Привет, я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня не фруктовая и не ягодная, но очень-очень вкусная. И рецепт как раз для тех, кто все время что-нибудь сжигает. Да, будем печь обожженный чизкейк, или баскский чизкейк, или чизкейк Сан-Себастьян, или Сан-Себастьян, называйте как хотите. Внутри это такой нежнейший сливочный крем, ближе к краям запеченный крем-чиз, а сверху корочка с карамельным вкусом. Невероятно вкусно и совсем не сложно делать. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу разогреваем духовку до 225 градусов Цельсия, 440 Фаренгейта. Само собой нужна форма для выпечки. Я использую вот такую разъемную форму для выпечки. Так потом удобнее извлекать из формы готовый чизкейк. Но если разъемной формы у вас нет, не страшно, используйте цельную. Но с разъемной, повторюсь, удобнее. Форму необходимо проложить бумагой для выпечки. Нужно 2 листа. Бумагу я вот так вот как следует мну, чтобы она стала более пластичной и удобнее было проложить дно бортики формы. Прям хорошенько вот так вот ее пожамкать или пожмякать, ну или что вы там будете делать с бумагой, в общем, помять. И вот этой прокладой бумагой помятываем форму. И вот этой помятой бумагой прокладываем форму. Второй лист бумаги точно так же. Беспощадно мну. И опять же прокладываю форму так, чтобы бортики формы были полностью закрыты бумагой. Вот как-то так получается. Сильно можете не аккуратничать, ни идеальности, ни совершенства. Это как раз то, что нужно. Пока форму отставляем в сторону. И берем чашу для смешивания. Смесь для этого чизкейка готовится буквально на раз-два. Тыц-пыц и готово. Но, единственное но, достать все продукты из холодильника нужно заранее. Все они должны быть комнатной температуры. Конечно, для чизкейка нужен сливочный сыр. И вот он комнатной температуры, такой прям кремовый-кремовый. В чашу его. Да, сливочного сыра для этого чизкейка нужно много. Это, пожалуй, один из самых таких сырно-сливочных чизкейков. Вот такой он получается кремовый. Не забудьте достать из холодильника сыр заранее. К сливочному сыру добавляем сахар. Сразу все количество. И теперь сахар с сыром нужно хорошо перемешать. Не взбить, а именно перемешать. Я буду делать это с помощью миксера, ручного миксера. Можно использовать обычный ручной венчик. Если будете использовать миксер, то все делаем максимум на средней скорости. Повторюсь, ничего взбивать не нужно, просто хорошо перемешать. Никаких пузырей в массе в идеале быть не должно. Перемешали чизкейк с сахаром, добавляем в чашу яйца. Тоже обязательно комнатной температуры. Достаем из холодильника заранее, либо, если забыли достать из холодильника заранее, можно в теплую воду ненадолго поместить. Яйца добавляем по одному, вмешиваем на небольшой скорости, даже не на средней, на небольшой скорости. Вмешали одно яйцо, добавляем следующее. И снова вмешиваем на небольшой скорости. И так все яйца одно за другим. Добавляем, вмешиваем, добавляем следующее. Обязательно в процессе собираем лопаткой все со стенок, чтобы все там хорошо перемешалось, особенно если мешаете миксером. Добавив и хорошо вмешав все яйца, добавляем кукурузный крахмал. Немного кукурузного крахмала. Обязательно нужно добавить ваниль. Можно добавить ванильный экстракт или ванильную пасту. Я буду использовать ваниль в стручке. Так получится еще вкуснее. Кроме того, чизкейк получится красивее с такими черными ванильными точечками. Беру стручок ванили, разрезаю его пополам и из каждой половинки ножом вот так вот тщательно выскребаю все драгоценные семена и добавляю их в чашу. Сам разрезанный и опустошенный стручок я не выкидываю. Его можно добавить в банку с сахаром, сделав этот сахар ванильным. А можно добавить при варке какого-нибудь джема или конфитюра. Сейчас лето. Точно не пропадет. Еще в этот чизкейк можно добавить лимонную цедру. Но это по желанию. Мне нравится этот чизкейк в таком просто ванильном исполнении. Лимонная цедра от ванили будет немного отвлекать. Но, если вы хотите, можете добавить лимонную цедру или апельсиновую цедру, и тогда получится у вас такое лимонно-ванильное сочетание в чизкейке. В общем, решать вам. И туда же в чашу совсем немного соли. И снова все перемешиваем с помощью миксера на небольшой скорости, тщательно распределяя по смеси зернышки ванили и кукурузный крахмал, чтобы никаких комочков там не было.
Но, повторюсь, ничего взбивать не нужно. Чем меньше там в смеси будет пузырей, тем лучше. И в самом конце добавляем сливки. Тоже достаем их из холодильника заранее. И финально на небольшой скорости миксера все это хорошо, тщательно смешиваем, соединяем. Возвращаемся к форме и аккуратно заливаем смесь туда. Все до последней капли. Ну ладно, несколько капель можно оставить себе для облизывания. Слегка обстукиваем об столешницу. И аккуратно, не торопясь, ставим форму в духовку, уже разогретую до 225 градусов Цельсия, 440 Фаренгейта. Режим без конвекции, уровень чуть выше среднего, и выпекаться чизкейк будет минут 40-45. У меня духовка большая, если у вас меньше, то и готов чизкейк будет быстрее. Тут ориентироваться нужно на внешний вид. Он должен как следует подрумяниться, вот прям хорошо подрумяниться. Вот здесь как раз важна тонкая грань. Он должен почти сгореть, но не сгореть. Чизкейк не должен схватываться полностью, он должен вот так вот подрагивать, застынет уже при остывании и охлаждении. Следите. Готовый чизкейк оставляем прямо в форме, не извлекая, остывать при комнатной температуре. И затем, опять же в форме, не доставая, убираем в холодильник часа на 3-4. И затем уже это чудо распаковываем. И вот такая получается аппетитная красотища. Нож входит в чизкейк, как в мягкое масло. Отрезаем кусочек, лучше сразу не один, и наслаждаемся. Нарезать чизкейк проще охлажденным, иначе он совсем нежный, но перед подачей дайте постоять кусочку при комнатной температуре, так он получится максимально кремовым и тающим. Пахнет очень вкусно, и если приглядеться... Не, видите, прям слюноотделение там работает как надо. Если приглядеться, то можно увидеть зернышки ванили. Заныриваем. Нежный. Это невозможно описать словами. Это что-то на невероятно нежном, сливочно-сырное, вот это вот тающая масса, карамельная, корочка очень вкусная, вот эта подпеченная. Все это переплетается с ванилью, и это божественно. Это нереально вкусно, и это должен попробовать каждый. Это что-то невероятное. И остановиться просто невозможно. При этом чизкейк такой насыщенный. Ну, здесь много крем-чиза, много сливок. Он такой прям... сливочно-сырный, самый, наверное, сливочно-сырный чизкейк, который только можно придумать. Невероятно вкусно. И он не приторно-сладкий, он просто идеальный. Однозначно всем срочно надо, а мне срочно нужно звать дегустационное бюро, которое там тоже от запахов сходит с ума. О, ну посмотрите же. Пахнет карамелькой прям какой-то прекрасный, вкусный. А какой нежный. Он прям расплывается во рту, что-то такое невероятно прекрасное, кремовое, нежнячее. Мне кажется, я про все, что ты готовишь, говорю, что оно нежнячее, но это правда. Какой вкусный. Мне кажется, я могу съесть 5 кусков сразу. Прям какой-то нежность во рту разливается. Чудо. Да и только. Мне, пожалуй, одного куска мало. Надо еще. Очень вкусно и всем срочно надо. Всем. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Не забывайте под видео оставлять свои лайки, это важно. Пишите комментарии, не скупитесь, идеи подкидывайте, впечатлениями делитесь, в общем, все как всегда. Да, и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите побольше, чем нас будет здесь больше, тем рецепты будут выходить чаще. Всем желаю отличного настроения, прекрасного дня, всего самого хорошего и вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока. Как это вкусно. Знаете, похоже на растаявшее ванильное мороженое. Очень вкусное ванильное мороженое.